Один из лучших колхозов Минской области, Осовец-Агро, весь усыпан мертвыми животными. Именно туда частенько любят приезжать представители провластных СМИ и снимать вдохновляющие видео о том, как под началом крепкого хозяйственника в Беларуси жить хорошо. Однако в реальности дела обстоят куда хуже. Подписчик признанного экстремистским телеграм-канала «Нехта» рассказал свою версию происходящего в Осовце. По его словам, телята десятками дохнут прямо на земле, и никому нет до них дела. Трупы даже не убирают, их по кускам разносят собаки и вороны. А весь падеж и недостачи вешают на работников предприятия. Важно отметить, что большинство из них живут в домах всего по нескольку лет. Людям удалось заплатить за паспорта, а вот выкупить дом или даже прописаться в нем руководство не разрешает. Более того, в случае каких-либо претензий рабочих, это отличная возможность шантажировать их выселением. Недовольных на предприятии также лишают зарплат. Все это лишний раз доказывает, что детище, которым так рьяно дорожит Лукашенко, давно уже погрязло в навозе. И пока шкловские аграрии находятся у власти, никакие миллионы, выделенные из госбюджета на спасение этой отрасли, не помогут. С понедельника из разных городов страны стали поступать сообщения о том, что люди не могут снять наличные в банкоматах. Ситуация не изменилась и сегодня. С такой проблемой столкнулись преимущественно владельцы карточек Беларусьбанка, Альфа-банка, Белинвестбанка и Белгазпромбанка. Официальных комментариев по этой ситуации пока нет. Возможно, дело в том, что в банкоматы просто не успели загрузить достаточно наличных после выходных. Однако есть вероятность и того, что белорусы действительно решили массово откликнуться на призыв руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко о народных экономических санкциях. Напомним, что акция заключается в снятии всех наличных и депозитов с банковских счетов, а также переводе денег в валюту. К слову, с последней в некоторых обменных пунктах, особенно в небольших городах, также имеются проблемы. Людям приходится стоять в очередях, ожидая, пока кто-то сдаст наличные. Не исключено, что происходящее связано и с контрмерами, которые пытается предпринять нелегитимный режим, чтобы остановить утечку денег из банковской системы. Отметим, что на прошлой неделе был анонсирован очередной законопроект, регулирующий суммы снятия наличных в банкоматах. Если человек снимает больше 1800 рублей, он попадает под пристальное внимание налоговой и милиции, как потенциальный экстремист и спонсор протестов. Не так давно мы сообщали о петиции, которую активисты из Пинска намерены уже в ближайшие дни направить в УВД Брестского исполкома, чтобы руководство проверило психологическое состояние рядовых силовиков. Идея сводить бойцов к психиатру возникла после того, как десятки сотрудников милиции заявили иски к протестующим. В них так называемые правоохранители указали на то, что в результате действий противников режима они потеряли сон, аппетит, испытали боль, страх и унижение. Белорусы, в свою очередь, задались логичным вопросом, как люди с настолько тонкой душевной организацией могут ловить настоящих бандитов и убийц. Очевидно, этот посыл сработал. На данный момент весь департамент охраны города Пинска отказался от исковых требований. Силовики заявили, что травмы – это часть их работы, и никаких страданий при ее выполнении они не испытывали. По словам активистов, авторов петиции, это говорит о том, что хотя бы участие сотрудников органов внутренних дел сохранилось какое-то мужское достоинство и осознание своего профессионального долга. Стоит также отметить, что на момент запуска петиции силовики потребовали у местных жителей компенсацию морального вреда на общую сумму в почти 150 тысяч долларов. С протестантской церкви «Новое житё», где совсем недавно силовики вырезали двери, власти требуют заплатить налог в размере 180 тысяч долларов. Это якобы задолженность за услуги ЖРЭО. Хотя по закону церковь должна быть освобождена от подобных оплат. Но если речь идет о неугодных режиму, чиновникам не до законов. В прошлом году пастор церкви Вячеслав Гончаренко открыто осудил насилие и пытки милиционеров и призвал правительство к покаянию. Видимо, именно этот поступок привел к тому, что церковь у верующих отобрали. Вот уже 2 месяца они вынуждены собираться под открытым небом. Важно отметить, что конфискованное властями здание было выкуплено церковной общиной еще в 90-х. Это был старый коровник, который впоследствии прихожане привели в порядок и сделали в нем ремонт. С тех пор церковь терпит бесконечное давление со стороны нелегитимной власти. В ее защиту неоднократно выступали представители демократических сил, страны ЕС, иностранные политики, священники и религиозные объединения. Сегодня на 72-м году жизни не стало легендарного песнера Леонида Барткевича. Он родился в 1949 году в Минске, окончил архитектурный колледж и рано потерял отца. Леонид с детства занимался музыкой, пел в хоре, а затем стал вокалистом ВИА «Золотые яблоки». В 1970 году Владимир Мулявин пригласил его в состав своего ансамбля, где он стал одним из самых знаковых солистов. В его исполнении прозвучали такие песни, как «Вероника», «Александрина», «Березовый сок», «Белоруссия». Через 10
10 лет Борткевич покинул коллектив, но в конце 90-х вновь присоединился к нему и продолжил совместную работу до кончины Мулявина. После смерти основателя ансамбля Минкульт назначил руководителем коллектива Валерия Скорожонка, а Борткевич возглавил другой состав песняров, продолжая традиции Мулявина. С ним он выступал вплоть до недавнего времени. Музыкант скоропостижно скончался в Минске, причиной смерти стал сахарный диабет. Дата и время прощания с песняром станут известны позже. Команда Маланки выражает сердечные соболезнования родным и близким Леонида. Стою на розстанях былих, а спать бився. Самотним жаворонком звенить и плача май. Самотним жаворонком звенить и плача май. Самотним жаворонком.